Добрый день, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото в валютах богатства». В этом ролике мы с вами посмотрим результаты нашего последнего прогноза золота к рублю на несколько кварталов и актуализируем этот прогноз. Первый такой прогноз мы с вами делали примерно год назад, в марте 2023 года. Ссылка на него сейчас на экране и под этим роликом его описание. Уже в том прогнозе мы с вами обозначили уровень 6000 рублей как сильное сопротивление. Второй раз этот уровень, как высоковероятную зону консолидации, мы с вами обозначили в августовском ролике золото, доллар, рубль, объединенный состав портфеля, и так далее. Ссылка на него сейчас на экране и под этим роликом в его описании. Вот тот график, на который мы с вами смотрели тогда. Это наш с вами месячный график золота к рублю из публикации в Дзене к тому ролику. Имеется в виду августовскому. Ссылка на эту публикацию под этим роликом в его описании. Как главный критерий начала консолидации мы тогда с вами определили пробой минимума, вот он, августа после завершения его формирования, или каждого следующего за ним месяца, то имеется в виду или минимум каждого следующего за ним месяца, до тех пор, пока минимум предыдущего месяца, полностью сформированного, не будет пробит вниз. При этом в этом августовском ролике прошлогоднем мы с вами предположили, что наиболее вероятно, что эта консолидация начнет формироваться вокруг области 6300 плюс-минус 150 рублей. И вот что произошло дальше. А это уже график золота к рублю в месяцах на сегодня. Примерно с 2017 года по настоящее время. То есть, примерно по 15 марта 2024 года. Вот август 2023 года, где мы с вами в начале месяца делали прогноз. Вот он, август. Как мы с вами и прогнозировали, максимум золота организовался примерно в области 6200. То есть в области 6300 плюс-минус 150 рублей. Как мы с вами и предполагали, критерием остановки и началом формирования коррективной волны стал первый пробой вниз минимума последнего сформированного месяца. Вот он. В данном конкретном случае этот пробой был реализован в октябре. Вот он, октябрь. Вот он такой маленький. 23 года. Даже не в октябре, а в ноябре, в общем-то. Потому что вот пробой произошел. Произошел пробой минимума октября. Вот в этом месте. Вот у нас минимум октября, последний сформированный месяц. Последний непробитый минимум. В ноябре он был пробит. И это начало коррекции. Вот она сама вся коррекция. Это было... То есть этот признак был условием закрытия длинных позиций в золоте позиций недельного масштаба. И месячного, в общем-то, и мельче. Подчеркиваю, это означает закрытие только дополнительных позиций в золоте за счет рублевого кредита, открытых в дополнение к нашей нейтральной позиции, полностью в золоте. То есть это закрытие дополнительных позиций, открытых по месячным, недельным и мельче данным, в дополнение к нейтральной позиции полностью в золоте. То есть позиции открыты за счет рублевого кредита. Я быстренько напомню логику нейтральной, длинной и короткой позиции, которую я использую в наших с вами роликах. Если мы на падении первой половины 2022 года, то есть вот здесь, по недельным или мельче данным из позиции полностью в золоте, сначала закрыли длинную позицию, а потом открывали короткую позицию к рублю, то есть
уменьшали наш остаток в золоте, то есть размер нашей нейтральной позиции. То есть и этот остаток уменьшали меньше рабочего капитала и частично переходили в рубль. То есть позиция немного, то есть после того, как мы вот здесь закрыли длинную позицию и открыли короткую, мы пришли к позиции какая-то часть в золоте, какая-то часть в рубле. Я ее в рамках наших роликов трактую как короткую, то есть как позицию, в которой мы из позиции нейтральной, то есть из позиции полностью в золоте, частично часть средств инвестировали в рубль. То в этом случае на пробое вверх фигуры лета-осени 2022 года, вот здесь, вот на этом пробое, мы как минимум полностью возвращались в нейтральную позицию, то есть, в позицию полностью в золоте. То есть мы рубли перевернули обратно в золото, то есть где-то вот здесь открывались, наверное, может вот здесь. Здесь мы полностью перевернулись обратно в золото, в нейтральную позицию, ну и может быть открыли по недельным данным немного длинной позиции, то есть в кредит купили золото, в дополнение к тому золоту, которое у нас было в размере нашего капитала. Я сейчас не играю на старых данных, то есть я не демонстрирую свою там крутизну, как надо было работать. Я просто напоминаю понятие того, что такое в нашем представлении нейтральная позиция и логику возможного управления, ну, чтобы привязаться к дальнейшим действиям, то есть то, что мы сейчас делаем. О возможных объемах я вообще не говорю. Все это мы обсуждали в упоминавшемся августовском 23 года ролике. Именно та часть длинной позиции в нашем понимании и могла быть закрыта на реализованном в октябре 2023 года, вот здесь, критерии приостановки золота к рублю и начало формирования коррективной волны. Дальше мы просто после закрытия вот этой части длинной позиции, именно длинной позиции, мы просто находились в нейтральной позиции, то есть позиции полностью в золоте. Тогда, в августе 2023 года, вот здесь вот, я предполагал, что после реализации обозначенного мною критерия начала формирования консолидации более высокой вероятностью обладает вариант формирования фигуры разворота. Но к концу февраля, вот здесь вот, и началу марта, вот здесь примерно, 2024 года, реализовался другой сценарий. В терминах классического технического анализа сформировался сначала не очень четкий нисходящий треугольник, вот он, а потом достаточно явный флаг, вот он, флаг. Они оба и нисходящий треугольник, вот он, раз, два, и нисходящий флаг, раз, два. Это фигура продолжения движения, вот оно движение, против которого они развернуты. Но подчеркиваю, рабочими критериями они становятся только в том случае, если они значимо пробиты в направлении продолжения предыдущего движения. Вот оно. В месяцах эти фигуры видны чуть-чуть плоховато. Лучше их видно в недельном или дневном масштабе. В неделях или днях золото к рублю на московской бирже вы можете посмотреть на сайте Финама. Ссылки на этот график в закрепленном под этим видеопосте. Также в этом сообщении есть ссылки на бесплатные образовательные курсы в Финаме и на процедуру быстрого и удобного удаленного открытия счетов. Но первой идет ссылка на мой спич о том, как правильно начинать путь к управлению своими активами с использованием биржевых операций. Если возникает желание начать поближе смотреть на рынки, обязательно сначала гляньте этот мой ролик. Это сильно сэкономит вам и время, и деньги. Подтверждение этих фигур пробоем вверх, как рабочих критериев продолжения роста, произошло с начала треугольников
конце января, вот он, январь 2024 года, и дополнительно подтвердилось в первой половине марта. Вот оно, 2024 года. Пробой вверх максимума августа 2023 года, вот он пробой, это примерно 6210 рублей. Это критерий возможного открытия небольшой длинной позиции в золоте к рублю в месяцах. Подчеркиваю, длинная позиция в золоте к рублю – это дополнительная позиция в золоте к нейтральной позиции, полностью в золоте, открытая за счет рублевого кредита. Имеется в виду, за счет рублевого кредита открывается дополнительная позиция к нейтральной. По моему мнению, страховочный стоп по этой месячной длинной позиции находится достаточно глубоко, примерно в районе 4820. Это примерно минимум апреля и мая прошлого года. Примерно вот в этом месте. Вот апрель, вот май. Критерий находится далековато, поэтому эта месячная длинная позиция очень небольшая, пока в районе 2-4%. В позиции, открытой на дневных или недельных фигурах, как фигурах продолжения месячных тенденций, эта позиция может быть и побольше, потому что там критерии будут находиться гораздо ближе, то есть где-то вот в этих вот местах. В зависимости то по каким критериям, по дневным или по недельным, вдобавок к месячной позиции вы будете ее наращивать. То есть и вот та часть позиции более мелкой, то есть по более мелкому масштабу в направлении месяцев, она может быть больше, чем месячная, потому что у нее критерии гораздо ближе к местам открытия. То есть если критерий открытия будет здесь, вот здесь, то критерии стопов будут находиться где-то вот здесь, поэтому позиция больше. Промежуточную приостановку или локальный максимум, начавшегося в первой половине марта роста, то есть вот примерно вот здесь, который начался, золото к рублю, я ожидаю примерно в июле-августе 2024 года, то есть примерно вот здесь. Наверное, это будет связано с позитивными для России результатами выборов в ЕС в июне 2024 года. И, скорее всего, не те, которые ожидают в ЕС. На рисунке наиболее вероятное время этого локального, предполагаемого локального максимума, вот он, июль-август, я обозначил красной линией. Этот максимум наиболее вероятный я ожидаю в области примерно 7500-7800. То есть примерно вот здесь. Это между двумя проектировками Фибоначчи. 1/4 и 1 другой коррекции. То есть большего масштаба. То есть вот у нас 61% и вот 60%. Где-то примерно в этом месяце, в рамках той трактовки, которую я изложил, я ожидаю там примерно консолидации или максимума. Ну, соответственно, если максимум, то и консолидация. Либо, может быть, это будет промежуточная какая-то консолидация. В принципе, я не исключаю, что этот максимум может быть и выше. Максимума 2022 года. То есть там нужно будет смотреть в более мелких масштабах те фигуры, которые будут формироваться. То есть на коррекциях, которые возможны вот в этих вот областях. То есть более локальные приостановки. Главного локального максимума золота к рублю я ожидаю во втором полугодии 2025 года. То есть это примерно вот здесь. Это примерно конец третьего, начало четвертого года. Я его обозначил красной линией, чуть пожирнее. Главный максимум — это не обязательно, что там будет самая высокая точка. Это лишь означает, что выше нее с высокой вероятностью золото не поднимется как минимум в течение нескольких лет. В течение 24-25 годов,
течение вот этих вот примерно 1,5-2 лет, я ожидаю примерно формирования 3 сценариев. Первый вариант. Формирование чего-то вроде двойной вершины с первым максимумом в 2022 году и со вторым близким по ценам максимумом либо в первой половине 2024 года, то есть вот здесь, либо во второй половине 2025 года. Второй вариант формирования фигуры – это формирование фигуры голова-плечи. С головой в июле-августе, примерно в июле-августе 2024 года, то есть где-то вот здесь, выше уровня 2022 года, и с плечами в 2022 году и в 2025, где-то вот здесь. Ну, не факт, что именно вот в этом месте, как бы, может быть, и пониже, и повыше. И третий вариант формирования чего-то похожего на тройную вершину с близкими по значению максимум 22, 24 и 25 годов. Тройная вершина – это как бы не очень четко сформированная голова-плечи, у которой голова и плечи находятся примерно на одном уровне, то есть примерно в зоне 8000 рублей. Очевидно, что между серединой 2024 и концом 2025 года, то есть примерно вот в этом месте, я ожидаю коррекцию. Наиболее вероятно, что коррекция будет как минимум в область примерно 5-5500. Но первая трансформация, вернее первая консолидация должна быть где-то вот в этом месте, когда сформируется полностью пятиволновая структура пятой волне. То есть там по третьей волне можно будет смотреть первую консолидацию, но окончательного движения, то есть наиболее вероятного, я ожидаю примерно в области 5-5500. Но это зависит от того, каков характер консолидации будет в районе третьей волны, то есть вот этой вот пятой волны, если она сформируется. Значит, ну и понятно, что в области 5-5500 тоже нужно будет смотреть на характер фигуры, в какую сторону она будет пробиваться. Если все-таки будет больше похоже на фигуру продолжения и пробьется вниз, то я не исключаю возможности прохода золота и в район 4-4500. То есть достаточно широкими могут быть колебания в ближайшие 2 года. Восходящее движение середины 2022 года, то есть вот это вот, по настоящее время. После пробоя максимума 2023 года, то есть после пробоя максимума августа 2023 года, начало формирование ярко выраженной 5-волновой структуры. Вот они, эти волны. Волна 1, 2, 3 и волна 4. И начинающаяся пятая волна. Вот она. Начинается. Это не совсем согласуется с нашим долгосрочным прогнозом. И если в ближайшие несколько месяцев золото все-таки дойдет до уровней 7500-7800, то это потребует корректировки долгосрочного прогноза. Суть этой корректировки будет в том, что волну 22-24 годов, вот она, со второй половины 22 по настоящее время, в этом случае как пятиволновую структуру нельзя будет трактовать как коррективную волну B. Вот он наш значок, который мы ставили еще тогда, еще год назад. Поскольку коррективная волна наиболее вероятно должна быть трехволновкой. Поэтому в этом случае волну середины 2022 года по настоящее время можно будет трактовать только как пятую волну, то есть какую-то пятую волну. И это будет означать, что сценарий нашего первоначального долгосрочного прогноза сжимается по времени. Я подчеркиваю, не меняется кардинально, а то, что он сжимается по времени. И сильно сокращается время
перехода экономики к сценарию долгосрочного роста. По мере необходимости мы с вами эту корректировку сделаем и обозначим новые сокращенные временные рамки перехода рубля к долгосрочному циклу глобального укрепления. Краткосрочно в золоте к рублю сформировались условия локального отката на несколько дней, ну, может, на недельку-две. Критерий начала этого локального отката – пробой минимума понедельника, то есть сегодняшнего, 18 марта, сегодня сработал. Я полагаю, что откат будет не глубже, чем в область 5950-6100, то есть не глубже, чем вот в это место примерно. Формирование в этой области или выше фигуры разворота вверх на внутридневных данных или может на дневных, и ее пробой вверх будет неплохим шансом для открытия небольшой длинной месячной позиции или для ее возврата, если она будет на этом откате закрыта по дневным или внутридневным данным на предстоящем вот этом краткосрочном откате. Также этот наметившийся краткосрочный откат может быть неплохим шансом для возврата из рублей в нейтральную позицию, то есть в позицию полностью в золоте. Это для тех, кто еще полностью находится в рублях. Ну или для какой-то части этой рублей. В зависимости от того, насколько они поддерживают мою точку зрения по поводу значения нейтральной позиции. Самым категоричным условием возврата в нейтральную позицию в золоте, а также условием открытия небольшой длинной месячной позиции в золоте или добавления к ней месячной длинной позиции в размере 6-10%, будет, подчеркиваю, пробой максимума марта, если он произойдет, после того, как март будет полностью сформирован. Или пробой максимума апреля, если максимум марта в апреле не будет пробит вверх. Сейчас золото к рублю, на мой взгляд, имеет более высокий потенциал к росту, нежели доллар. Связано это с тем, что золото, как мы выяснили в предыдущей первой части этого ролика, имеет высокую вероятность существенного роста не только к рублю, но и к доллару США. Ссылка на первую часть этого ролика была ранее на экране, и еще есть под этим видео в его описании. Напомню, что, как мы выяснили в ролике, посвященном долгосрочному прогнозу золота к рублю, на падение первой половины 2022 года, вот этого, были пробиты полугодовая и 2,5-годовая падающие звезды. Это означает, что как минимум очень сильно сокращены очень долгосрочные длинные позиции в золоте к рублю на свечах полугодового или 2,5-летнего масштаба. А может быть и уже открыты небольшие, короткие, очень долгосрочные позиции в золоте к рублю. То есть может присутствовать очень небольшая, короткая позиция в золоте к рублю на этих долгосрочных масштабах. Она, если и есть, то очень-очень небольшая, поскольку открыта на очень широких колебаниях. Вот где стопы находятся. Вот в этом месте. А открывалось это вот здесь. Но полугодовые и 2,5-летние позиции – это очень долгосрочные позиции, критерии изменения которых меняются не чаще, чем раз в полгода или в 2,5 года, ну, соответственно. А это означает, что постепенно складываются экономические условия для прекращения очень долгосрочных условий для оттока капитала из России. Более того, поскольку в октябре 2019 года, примерно вот здесь, в октябре 2019 года, началось формирование новой свечи 10-12-летнего масштаба, исходя из нашего долгосрочного прогноза, есть
приличная вероятность, что и на десятилетнем масштабе к 30-му году, ну где-то вот там, может сформироваться тоже падающая звезда. И затем после 30-го года она может пробиться вниз. Ну, с достаточно приличной вероятностью, что это произойдет, исходя из нашего долгосрочного прогноза. Особенно если мы его сейчас скорректируем через некоторое время. То есть, если к 30-му году золото будет находиться не выше области 5506, то есть не выше примерно вот этого места, то может сложиться ситуация, что у нас может получиться 3 пробитых падающих звезды циклопических масштабов. Циклопическими я называю масштабы, начиная с полугодового. Они описывают состояние очень долгосрочных тенденций, очень долгосрочных позиций, которые для горизонтов от месячных свечей и ниже являются почти дополнительной постоянной добавкой или вычетом для нейтральной позиции, поскольку меняются очень-очень медленно. Именно их положительное значение в золоте к рублю последние несколько десятков лет, как, впрочем, и в долларе к рублю, отражало наличие работающей долгосрочной стратегии оттока финансового капитала из России. Так вот, срабатывание этих циклопических падающих звезд означает, что в России постепенно формируются естественные экономические условия прекращения стратегического долгосрочного оттока финансового капитала. И наоборот, постепенно увеличивается вероятность формирования естественных экономических предпосылок для его долгосрочного притока. Напомню свою позицию о роли золота в потоках капитала. Не золото движет экономикой и эволюцией социальных систем. Золото только как неплохие часы или градусник, только отражает направление этих изменений. А за реальные изменения в направлении эволюции отвечают плотности, мощности и направления потоков энергии. Именно эти изменения и инициировал наш президент четверть века назад. И сейчас в российской экономике идут процессы по своему масштабу сопоставимые или превосходящие те, что происходили в мировой экономике на рубеже 18-19 веков. Что все это означает с нашей точки зрения? То есть с точки зрения инвестиционного интереса. А это означает, что как в мировой, так и в российской экономике идут циклопических размеров процессы. Нас сами не очень интересуют тонкие детали и нюансы споров одних глобальных ростовщиков с другими финансовыми олигархами и глобальным промышленным капиталом. Нас интересуют достаточно прикладные последствия этих противоречий и споров. А проявляться они будут в том, что мы на пороге изменения циклопических тенденций. На пороге означает, что в ближайшие 5-10 лет большинство рынков пройдут через свои экстремальные минимумы, которые приключаются раз в 100-200 лет. Это не означает, как любят орать все пропальщики, что все обвалится и жизнь закончится. Совсем нет. Убивает не тех, кто оказался в стремительном потоке, а тех, кто пытается грести навстречу этому потоку. Тем более, что выбора у нас нет. Мы живем в этом мире и не можем спрятаться от него или не учитывать того, что в нем объективно происходит. Возможности для самореализации и плодотворной деятельности есть всегда. Но в ближайшие 5-10 лет по всему миру открываются возможности в десятки, а может быть и в сотни раз превосходящие те, что были в 90-х или в начале 2000-х. Купленные тогда активы даже в золоте на своем пике в конце 2000-х годов подорожали в десятки раз. Когда мы будем смотреть индекс Мосбиржи или недвижимости в золоте, мы это хорошо увидим. Сейчас мы на пороге процессов, которые масштабнее в десятки раз того, что происходило тогда. И для того, чтобы правильно использовать для себя в них поучаствовать, нужно спокойно, без спешки, обратить на них свое внимание, вдумчиво присматриваться, постепенно изучать и получать навыки и опыт. В ближайшие несколько лет они окупятся сторицей. Но не нужно делать резких движений и принимать крупных решений.
Эмоции, жадность и завышенные ожидания – это самые плохие советчики. Правильный путь – это путь спокойного знания и внимательного, вдумчивого наблюдения и анализа. Не боги горшки обжигают. Неизвестности и новизны боятся все. Все втайне не очень верят в себя и переоценивают окружающих. Избавиться от этого помогают только знания, информация и участие, хотя бы небольшое. Не нужно кидаться с головой в омут. Это не битва или экстремальное противоборство. Это осмысленный и спокойный путь. И в нем нет ничего сложного или непосильного. Если вы хотя бы частично понимаете то, о чем я говорю в наших роликах, то вы уже поднялись на приличный уровень. Поверьте мне, то, о чем мы с вами здесь говорим, на самом деле очень непростые вещи. И даже профессиональные аналитики и опытные трейдеры не сразу уезжают в это. Если вы смотрите этот ролик, то вы уже на этом пути. Но всегда помните, что бы вы ни делали на рынках, вами не должна двигать жадность. Этот путь – это в первую очередь путь знания и понимания, а значит и саморазвития и совершенствования. В следующем ролике мы с вами глянем доллар к рублю. В долларе постепенно начинает развиваться очень интересная картина. Раньше он почти всегда двигался к рублю примерно синхронно с золотом, но только немножко отставал от него, но иногда и прилично. Сейчас похоже, что происходит его рассинхронизация. Вот в этом смысле. В математике это называется потеря корреляции. Видите, мы термины осваиваем математические. То есть потеря корреляции это как бы так очень упрощенно, это рассинхронизация. По всей видимости, это и есть проявление начала формирования независимости финансовой системы России от Запада. В следующем ролике мы с вами посмотрим результаты исполнения нашего среднесрочного прогноза доллара к рублю и скорректируем его. А дальше глянем нефть и начнем добавлять недвижимость и фондовые рынки. И постепенно вам станет понятно, что все, что сейчас происходит в мире, это просто формы и способы реализации средних и долгосрочных экономических интересов. Но их реальное движение явно видно только в золоте. Имеется в виду реальное движение этих интересов и реальную их направленность. А сама реализация этих интересов возможна только тогда, когда они не противоречат объективным законам природы, познанием которых с немалой пользой для себя мы с вами здесь и занимаемся. Поздравляю всех с нашим единством, которое продемонстрировали выборы нашего президента. А значит, враг будет разбит и победа будет за нами. На этом разрешите откланяться и пожелать вам спокойного и непредвзятого взгляда на мир. И до новых встреч в наших следующих роликах.